Овны, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами посмотрим и проанализируем ваш таропрогноз на октябрь 2023 года. Поэтому готовьтесь, будем смотреть. Если необходимо, конспектируйте, делайте пометки. Посмотрим, что же вам приготовит этот месяц. Общая энергия месяца. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Арканы перед вами. Мы приступаем. Итак, общие энергии месяца. У вас здесь ложится 4 чаш. Хочется отдыха. Вы здесь уже навострили лыжи на Майами по той простой причине, что у вас идет эмоциональное или физическое истощение. Хочется восстановления сил, хочется каких-то эмоций, радости жизни, праздника. Поэтому и работа может идти спустя рукава, и в целом сама по себе ситуация, когда хочется эмоционального восстановления. Конечно же, эта карта, она может быть созвучна для разных сфер жизни. Мы с вами уточним и посмотрим. И здесь в первую очередь это может быть сама по себе ситуация, ну не то чтобы отчаяние, а стремление исполнить какую-то свою мечту. И когда что-то затягивается в процессах, не все сразу получается так, как хочется, естественно, это у нас может вызывать некоторые эмоции отторжения. Потому что, кстати, еще может быть такая ситуация, когда вы не понимаете, как нужно поступить или каким путем идти. Ну, например, если у вас стоит вопрос выбора, куда пойти учиться, или там стоит оставаться на работе, или стоит уходить, или как вариант, просто в целом, стоит ли переезжать или стоит оставаться в текущей локации. То есть здесь непонимание, куда двигаться дальше. И это, конечно же, накладывает на вас свой отпечаток. Если просматривать вопросы работы, то здесь по пажу мечей это попытки выявить либо недоброжелателей, либо тех, кто относится к вам, ну, могу сказать так, не очень хорошо, потому что здесь это попытки прояснить, кто является этим злостным интриганом, кто пытается вставить палки в колеса или вас в какой-то степени очернить. Опять же, если вы понимаете, четко знаете, что в рамках этого месяца будут какие-либо проверки на работе, потому что этот аркан предполагает такое положение вещей, то имеет смысл подготовиться. Но в этом случае, конечно же, проверки будут, назовем так, по наводке. То есть они не будут являться плановыми. Понятное дело, что не все из вас работают, поэтому будем прояснять эту ситуацию, информацию в целом. В первую очередь смотрим ситуацию для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. По 5 чаш для вас ситуация остается неизменной. Я не вижу здесь попыток что-то найти, новый источник дохода. Хотя при всех ваших усилиях, паж мечей, это искать, это докапываться до истины, до сути. Но 5 чаш говорит о ситуации, что для вас это не увенчается успехом. Почему? Потому что здесь нет новых источников дохода, нет новой подработки. Здесь только рассчитывать на себя, на свои силы, на свои ресурсы. Если вы у нас являетесь соискателем, то вот паж мечей и аркан колесница. Вот здесь очень быстро все закрутится, завертится, будет хаос. Потому что предложение может поступить очень неожиданно, и нужно принимать будет срочное решение, соглашаться на данную вакансию или нет. Некоторым из вас для трудоустройства нужно будет, допустим, переехать, сменить локацию, но тем не менее, как показывают арканы, это будет оправдано. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является наемным сотрудником, то аркан Солнца – это в первую очередь как прояснение ситуации, пролить свет, понять, с кем скооперироваться, с кем дружить, против кого враждовать. Ну а для вас это, конечно же, новые перспективы. То есть даже если это какие-то внеплановые проверки, для вас они пройдут со знаком плюс, здесь все прекрасно, поэтому переживать вам здесь не о чем. И если просто кто-то будет пытаться вас проверить какие-либо знания, вашу квалификацию, допустим, вы экзамен какой-то сдаете, то, безусловно, вы это все пройдете успешно. Если смотреть ситуацию для тех, кто является владельцем собственного бизнеса, то по 2 мечей это ситуация усталости. Это непонимание, куда и как двигаться дальше, как либо бизнес поддерживать, либо для кого-то, может быть, реанимировать. Поэтому здесь будет привлечение третьих лиц, как говорю, умов человечества, которые смогут провести аудит вашего предприятия, дать грамотную оценку вашим каким-то промахам или, наоборот, вашим
положительным качеством в этой ситуации, ну и помочь скорректировать ваши действия. Ну а в целом эта карта просто показывает, в особенности в совокупности текущих карт, что это действительно эмоциональное и физическое выгорание, когда хочется отдыха, хочется восстановления и уйти от всего, чтобы никто не трогал. Финансовая сторона вопроса. 8 монет. Ну, здесь прекрасные доходы. Почему? Потому что терпение и труд все перетрут. И смотрите сами, кто не работает, тот не ест. И в вашем случае, поскольку вы у нас товарищи-трудоголики, с финансовой стороны у вас здесь все будет прекрасно. Да, деньги, возможно, которые даются тяжело, тяжким трудом, но тем не менее финансовая сторона здесь более чем стабильна. Все прекрасно. Вопросы здоровья. 6 чаш. Ну, по 6 чаш в первую очередь у нас всегда идут наследственные заболевания, те, которые для нас являются хроническими. Опять же, наши болячки, которые имели место быть ранее, но нас тревожили, поэтому может идти повторяться цикл процессов. В особенности, если у вас в периоды осень-весна идут обострения ваших хронических заболеваний, то есть у кого-то там язва, гастрит, у кого-то там еще какие-то могут быть моменты. То есть это ситуация, которая даст о себе знать, наново напомнит. Ну и, конечно же, эта карта всегда показывает на болезни, которые мы можем перенять от детей. Поэтому, если у вас есть дети, внуки, племянники, будьте бдительны, старайтесь укреплять свой иммунитет, потому что здесь есть риск вирусных респираторных заболеваний. Личная жизнь. Король чаш. Король чаш, посмотрите. Здесь собака радостно встречает своего хозяина. Это радость, это любовь, это верность, это дружба, это поддержка. То есть это действительно проявлять самые лучшие эмоции. Как по отношению к партнеру или партнерше, так и кто-то будет проявляться по отношению к вам. Будем прояснять ситуацию, как для вас будет отыгрываться этот аркан и эта ситуация в целом. Итак, для тех, кто у нас на данном этапе жизни свободен, что здесь? 2 монет. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Почему? Потому что в вашей жизни может появиться, ну, в большей степени ситуация, информация актуальная для девушек и женщин. Король водной стихии, рак, скорпион или рыбы. Но вы здесь будете на вопросе выбора. Нужно ли вам это? Почему? Потому что, ну, колода 2 чаш, знаете, какое-то идет с вашей стороны недоверие. Стоит ли доверять этим эмоциям, этим проявлениям? Действительно ли человек честен в отношениях с вами? Ну, то есть, или это просто такие сладкие речи, сладкие песни, и за этим ничего не стоит. Для мужчин по аркану дьявол. Конечно же, это будут вопросы зависимости, потому что по дьяволу, хотя они здесь проводят спиритический сеанс, это ощущение, что со вновь знакомым человеком вы как родственные души. Это фактически невозможность оторваться друг от друга. Это желание наслаждаться вместе процессами, то есть сообществом, союзом. Ну и, конечно же, это может быть база каких-то общих увлечений, которые может разделять ваш партнер или партнерша. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас состоит в любовных треугольниках, то король чаши, туз монет – это как щедро друг друга одаривать. Любовью, заботой, лаской, вниманием, взаимопониманием. Это могут быть просто какие-то материальные подарки, которые порадуют и воодушевят друг друга. Это могут быть траты также на совместную поездку, в частности, потому что здесь, по прорисовке смотрим, да, это карта, которая показывает, знаете, как неожиданный сюрприз, который будет укреплять ваш союз, ваши отношения. И если вы у нас в стабильных отношениях, король чаши, 3 мечей. Это сложные проблемы, это сложности взаимопонимания. И здесь нужна будет помощь или поддержка со стороны психолога, как, допустим, в отдельности для каждого из вас, или кто-то, вы можете вообще ходить совместно к семейному психологу. Почему? Давайте прояснять и смотреть эту ситуацию. Потому что по аркану смерть вам кажется, что вы тянете абсолютно все на себе. И вы хотите трансформации, вы хотите избавиться от этого балласта, вы хотите помощи, взаимопонимания и поддержки от партнера или партнерши. То есть надоело все тянуть в одиночку. Поэтому король чаш здесь действительно может отыграться для вас как терапия у психолога, как попытки понять, прояснить, что происходит в вашей жизни и со всем этим разобраться. Если смотреть советы и рекомендации от карт, 4 монет. Здесь изображены весы, но с другой стороны это, знаете, как вопрос стабильности. Потому что, смотрите, видите, женщина приподнимает, чтобы был легче вес,
а продавец, наоборот, давит на весы, чтобы было тяжелее. И как следствие создается баланс, создается структура и стабильность. То есть помните, в взаимоотношениях с людьми сохраняйте стабильность. Держите за эти отношения, сохраняйте со всеми равновесие и баланс, и стремитесь сохранить то, что вы имеете, структуру. То есть не спешите выяснять взаимоотношения, там, сгоряча рвать связи или с кем-то прощаться, потому что действительно можете об этом жалеть. И опять же, 4 монет вам как указание, что рука руку моет. И без помощи и поддержки других вам будет сложно в течение месяца справиться с теми либо иными задачами. Но мы с вами посмотрим и проясним неожиданность периода. О чем здесь идет у нас речь? Сердце, ребенок, гора. Итак, для кого-то это преодолевать ваши внутренние блоки, ваши переживания, потому что одну колоду у нас тучи. С чем они связаны? Для кого-то с новым увлечением, для кого-то с новым началом, новыми начинаниями. Для кого-то наконец-то научиться проявлять эмоции, любовь и внимание по отношению к вашим детям, вашим внукам. А у некоторых из вас это действительно проработка текущих проблем и ситуаций в нынешних отношениях. То есть устранить эти блоки в вашем союзе, раскрыть свое сердце, обновить союз. То есть вы действительно к этому будете всячески стремиться. Ну и более того, открываю для вас дополнительный аркан из колоды. По карте ключ вы найдете выход из этой ситуации. Стоит немножечко просто приложить усилий и, конечно же, вашего терпения. И все будет в порядке. Поэтому, ребят, месяц у вас прекрасный. Таковыми арканами мы вам и закроем. Поэтому вам солнца, радости, вам благосостояния, шикарного здоровья. Ну и, конечно же, хороших контактов, поддержки, помощи и реализации намеченных планов. Верю, что у вас все будет именно так. Пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как для вас отзывается эта информация, резонирует ли она с вами, ну и, в принципе, какие перемены в вашей жизни произошли за этот период. Я вам буду крайне признательна за коммуникацию и за ваши комментарии. Благодарна каждому из вас за ваши лайки, донаты, за ваши подписки. Если вы еще не подписаны, обязательно это сделайте, и вы будете в курсе всех видео, которые меняют вашу жизнь в лучшую сторону.